Что может быть более ценным, чем время? У нашей жизни есть свое начало и свой конец. И если с первым все более-менее понятно, то когда случится второе, мы не знаем. Что мы точно знаем, это то, что время — единственный по-настоящему важный и значимый ресурс, который у нас есть. И как его потратить, каждый решает по-своему. На этот вопрос нет правильного ответа. Кто-то выбирает семью, кто-то посвящает свою жизнь любимому делу. А кто-то просто не думает об этом и, в общем-то, тоже по-своему прав. Сегодня я хочу поделиться и рассказать, на что я трачу свое время. Выпуск получился личным, возможно, даже слишком личным, поэтому после него вы либо отпишитесь и перестанете меня слушать, либо влюбитесь в мой подкаст еще больше. Пока не знаю, но очень надеюсь на второе. Вы слушаете Russian Flow. Подкаст для тех, кто учит русский язык. В начале этого интро я не буду говорить, что меня зовут Лёша, что вы слушаете подкаст The Russian Flow. Я не буду говорить про подписку и комментарий. Я не буду напоминать, что вы можете слушать меня на разных платформах, включая YouTube и Spotify. Нет, сегодня я хочу начать и рассказать, что меня вдохновило на выпуск такого эпизода. Что стало триггером такой темы? Дело в том, что мне стали приходить сообщения о том, что я искусственный интеллект. Конечно, мне очень приятно и лестно такое сравнение, но нет. К счастью, или, возможно, даже к сожалению, я не искусственный интеллект. Я обычный парень, мне 28 лет, я живу в Беларуси, в небольшом городе Могилеве. У меня есть папа, мама, младшая сестра и довольно стандартный набор хобби. Чтение, музыка, иностранные языки и спорт. А еще мне нравится делать подкасты. Подкасты для тех, кто учит русский язык. И сегодня я хочу поговорить о том, что мне нужно было сделать, чтобы получился эпизод, который вы сейчас слушаете. А заодно развеять сомнения в том, что за этим подкастом стоит все-таки живой человек, а не искусственный интеллект. Если интересно, то оставайтесь со мной, сейчас я все расскажу. А начинается все с выбора темы. И моя главная проблема в том, что нужно найти такую тему, о которой мне будет интересно рассказывать, а вам будет интересно слушать. Я не могу взять тему, которая связана, скажем, с футболом, и рассказывать вам, почему Лионель Месси был лучше, чем Криштиану Роналду. Мне-то будет интересно, но люди, которые не любят футбол, даже и не включат этот эпизод. Поэтому я стараюсь найти, как мы говорим, такую золотую середину, где и мне, и вам будет интересно. Еще один момент, который мне хочется пояснить здесь же. Как я уже сказал в интро, я белорус и живу в Беларуси. Но в своем подкасте я часто рассказываю о русских привычках, русской литературе, русской культуре или традициях. И вот здесь у вас может появиться вопрос. А имею ли я моральное право это делать? С одной стороны, кто-то может сказать, что нет, что я не имею такого права, так как я гражданин другой страны, и этот кто-то будет по-своему прав. С другой стороны, мой отец и его семья родом из России.
Я живу в самом восточном городе Беларуси, прямо на границе с Россией. Наши привычки и культурные традиции довольно схожи из-за общего прошлого. Что еще нас объединяет? Литература, которую мы изучаем в школе, фильмы, которые мы смотрим, язык, на котором мы говорим, ну и, конечно, дома, в которых мы живем. Я сейчас не хочу уходить в национальные споры, потому что мой подкаст не об этом. Мой подкаст о том, чтобы помочь вам выучить русский язык, рассказывая о крутых и интересных вещах. И если я чувствую, что могу о чем-то вам рассказать и не выглядеть дураком, то я буду об этом рассказывать. Поэтому я и дальше буду выбирать темы, о которых могу и хочу говорить. После выбора темы я обычно продумываю план того, как сделать этот подкаст. На чем сделать акцент, какие вопросы себе задать, какие вещи обсудить, а на каких моментах лучше не останавливаться. Затем я пишу сценарий эпизода, чтобы привести свои мысли в порядок и использовать те слова, которые вы будете понимать. Конечно, я бы мог сэкономить время и этого не делать, но тогда мой подкаст не отличался бы от любого другого подкаста на русском языке для носителей. И как человек, который прослушал больше 7000 часов подкастов для студентов на 4 разных языках, я понимаю, что мой подход работает лучше всего. Когда же сценарий эпизода готов, начинается самое интересное – запись подкаста. И об этом самом сложном, нервном, но несмотря на это, наверное, моем любимом этапе подготовки подкаста, я расскажу в следующей части. Итак, запись подкаста. Как я уже сказал, это, наверное, самая трудная и нервная часть всего процесса. Понимаете, у меня нет своей студии и нет места, где не будет шумов, криков детей или звуков машин. Я живу в доме, где толщина стен такая, что слышно абсолютно все. При этом у моих соседей очень скрипучий пол, поэтому, когда они дома, записать подкаст просто невозможно. Но в то время, когда их нет дома, я работаю. Поэтому я жду, когда все лягут спать, и записываю подкаст почти ночью. Хотя бывает, что и ночью я не могу этого сделать, потому что кто-то слушает музыку, у кого-то кричит ребенок, у кого-то очень громко работает стиральная машина, как сейчас. И мне приходится во время записи подкаста делать большие паузы, чтобы этот шум не попал на запись. Поэтому иногда запись одного эпизода может занимать несколько часов. И вы мне можете сказать: Лёша, ну и хрен с ним, ладно, ну и так бы послушали и с неидеальным звуком. Зачем так страдать и мучить себя? Но тут, понимаете, дело все в принципе. Я такой человек, который, если что-то делает, то делает это на всю катушку, на все 100%. И для меня в подкастах важную роль играет не только смысл эпизодов, но и качество звука. Мне самому гораздо приятнее слушать подкасты, в которых поработали над звуком, а не просто сели, записали и выпустили. И чтобы достичь такого качества звучания в домашних условиях, нужно очень постараться и хорошенько поработать. И вот тут мы переходим к следующему этапу – обработке звука. И по времени это с отрывом самая долгая часть подготовки подкаста. Потому что, чтобы сделать звук в том качестве, в котором вы его слушаете, мне нужно потратить примерно 3 часа на эпизод. Почему так много? Дело в том, что я аудиофил. Аудиофил – это такой человек, который любит слушать музыку
и старается это делать максимально качественно. То есть он выбирает хорошие наушники или хорошие колонки, чтобы услышать все детали в музыке. То есть так, как их задумали создатели музыки, ну или подкастов, как в нашем случае. Простыми словами, это такой человек, который любит классное качество звука. Именно поэтому у меня 5 пар наушников, 2 колонки и 2 микрофона. Кстати, когда я только начинал делать подкасты, то был очень недоволен звучанием первых эпизодов. Поэтому я провел десятки часов, изучая видео на YouTube, как сделать звук максимально качественным. Потом я сэкономил немного денег и купил хороший микрофон, который вы сейчас слышите. Но все равно я считаю, что я могу делать лучше, и я буду делать лучше. Для меня это крайне важно. На обработке звука я стараюсь удалить все неприятные моменты. Те моменты, которые мешают прослушиванию. Где-то убавить звук, где-то наоборот его прибавить, где-то применить какие-нибудь фильтры, где-то настроить переходы между словами и много-много технических моментов, которыми я не хочу сейчас вас грузить. И именно поэтому, когда человек включает мой подкаст в первый раз, ему кажется, что мой голос — это искусственный интеллект. Что, мол, не может простой человек с такой небольшой аудиторией делать такой классный звук. Хотя за этим стоит огромная работа обычного человека, поэтому слышать такие обвинения мне вдвойне обидно. Хорошо, все сделали, подкаст записали, звук обработали. Можем выкладывать? Работа окончена? А вот и нет. Как вы знаете, каждому своему эпизоду я делаю транскрипцию. И делаю я это вручную, без специальных программ. Но у тебя же есть сценарий эпизода. Зачем транскрипция? Все же уже готово. А вот и нет. Одно дело подготовить сценарий, а другое записать эпизод. В некоторых выпусках я так далеко ухожу от сценария, что затем пишу транскрипцию почти заново. Потому что частенько я понимаю, что написал в сценарии одно, но хочу сказать совершенно другое. И чтобы это был живой выпуск, а не просто чтение текста, я ухожу от сценария и говорю как есть. Внимание, внимание! Это Лёша на монтаже звука. Простите, что прерываю вас от подкаста, но я допустил ошибку. В предложении в некоторых выпусках я так далеко ухожу от сценария, нужно сказать. В некоторых выпусках. Окончание на «ах». Выпусках. Продолжаем слушать. На этом этапе я проверяю ошибки, читаю транскрипцию несколько раз и, в общем, убеждаю, что там все хорошо. Ну, а затем я приступаю к подготовке словаря с упражнениями. Не знаю, работает ли кто-нибудь с этим документом, надеюсь, что да, потому что мне бы такое как пригодилось, если бы я учил русский язык. К этому выпуску он, кстати, тоже будет, поэтому можете скачать и поработать. Ну, сейчас-то все, можно отдыхать. Ну, по сути, да, основную работу я сделал, но так как в будущем я планирую развивать и YouTube-канал, то сейчас я выкладываю выпуски и туда. Даже без картинки, просто со звуком и текстом. А для этого нужно создать субтитры, сделать видео в программе, добавить описание, перевести это описание и субтитры на другие языки, создать обложку, добавить теги и много-много чего еще. Это тоже занимает много времени и сил, хотя и понимаю, что незаметно для большинства людей. Ну сейчас-то все готово? Почти. Осталось сделать примерно то же самое на Spotify и на моем сайте.
чтобы у людей, у которых нет подписки на этих платформах, была возможность меня слушать без рекламы. Если вы все-таки во время эпизодов слушаете рекламу, то знайте, что это не моих рук дело, что ни на одной из платформ у меня нет монетизации подкаста. Кстати, если вы слышите фразу «не моих рук дело», то это значит, что человек не причастен к чему-то. Он не делал чего-то, в чем его обвиняют. То есть он говорит, что это сделал кто-то другой, но не он. Допустим, если к вам приходит сосед и говорит, что вы громко слушаете рок по ночам, вы ему можете сказать: «Ночью я сплю, я не люблю рок, я вообще слушаю джаз, поэтому это не моих рук дело». Ну и после того, как все сделано, после того, как выпуск попадает на площадки и к вам в наушники, я в тот же день ищу новую тему для обсуждения. И так повторяется каждую неделю. И сейчас наверняка у кого-то из вас после того, что я рассказал, возникает резонный вопрос. А зачем? Во имя чего, мистер Андерсон? Ради чего, Лёша? Ты же не учитель русского языка. Ты не рекламируешь свои уроки. Тебе никто не платит за то, что ты делаешь. Почему ты это делаешь? В чем смысл? Итак, почему я делаю то, что делаю? Стоит ли игра свеч? Стоит ли это тех усилий, что я вкладываю в проект? Во-первых, на вопрос, почему я это делаю, у меня есть несколько ответов, несколько причин. Первая из них самая простая. Мне просто нравится. Мне нравится искать темы. Мне нравится думать над сценарием. Мне нравится записывать свой голос. Мне даже нравится его обрабатывать. Вот какая цель у человека, который коллекционирует детские игрушки? А у человека, который собирает библиотеку из старых книг? Ведь практической цели нет никакой, но есть цель другая, и она даже более важная. Просто это занятие доставляет человеку удовольствие. И у меня также. Я просто кайфую от того, что делаю. Во-вторых, я люблю помогать людям. Помогать в том, в чем я разбираюсь, и в том, что я понимаю. Даже на своей работе я тот человек, который обучает других людей. И когда к нам приходит новичок, я с удовольствием объясняю ему, как у нас все работает. Мне кажется, что это просто круто – делиться знаниями, делиться тем, что ты уже знаешь. Ты даешь людям знания, ты даешь им то, чего у них сейчас нет. И от этого и они становятся лучше, и ты становишься лучше. Ведь что такое человек, который живет только для себя? Эгоист. Нет, поймите меня правильно. Я не осуждаю эгоистов и ни в коем случае не говорю, что быть эгоистом плохо. Мир без эгоистов – это утопия. Мы все в какой-то степени эгоисты, и я, и вы. Просто моя позиция такая. Если у тебя что-то хорошо получается, если ты умеешь делать то, чего не могут другие люди, то расскажи, поделись, помоги. Знание, которое живет только в одном месте, не имеет никакого смысла. Им обязательно нужно делиться. В-третьих, мне кажется, что то, чем мы все здесь занимаемся, то есть изучением иностранного языка, делает нас друг другу ближе. Что я имею в виду? Когда я слушаю подкаст на испанском языке, скажем, «Ой, Абламос», там двое ребят примерно моего возраста обсуждают довольно простые и банальные вещи. Они делятся своими трудностями, рассказывают интересные истории из жизни и говорят, в общем-то, обо всем и ни о чем. Но, слушая их, я понимаю, что где бы мы ни жили и на каких языках ни говорили, мы остаемся такими же людьми, похожими друг на друга. Потому что злой начальник,
страх перед будущим, одиночество или, наоборот, радость от рождения ребенка понятны всем. И неважно, где ты находишься – в Торонто, Берлине или Кракове. И когда вы включаете мой подкаст, вы меня слушаете и понимаете, что вот человек живет где-то очень далеко, может быть, в 1000 километрах от меня. Но у него те же переживания, что и у меня, те же интересы, те же страхи, те же радости. И это, как мне кажется, капец как важно, особенно сейчас. И в завершении добавлю маленькую ложку дегтя в эту большую бочку меда. Классное выражение, но нужно объяснить. Добавить ложку дегтя в бочку меда означает испортить хорошую ситуацию, хорошую картину чем-то плохим, чем-то неприятным или негативным. Мед – это такая сладкая жидкость, которую делают пчелы. Он очень сладкий и вкусный. А деготь – это то, что остается после того, как сжигают дерево. Это такая смола. И, как вы понимаете, этот деготь на вкус отвратительный, он невкусный. Поэтому, когда ты кого-то хвалишь или делаешь комплименты, но нужно сказать что-то и не очень хорошее, мы и говорим. Добавлю маленькую ложку дегтя в эту большую бочку меда. Я хочу быть честным и с вами, и в первую очередь самим собой, поэтому должен сказать следующее. Этот подкаст приносит мне большую радость. Мне доставляет огромное удовольствие его делать, и мне безумно приятно видеть, как он помогает вам учить русский язык. Но я живой человек, а не робот, поэтому я не могу вам обещать, что буду продолжать выпускать эпизоды в будущем так же часто, как и сейчас. Как вы понимаете, в среднем у меня сейчас выходит около 10-12 часов в неделю на выпуск 2 эпизодов, пусть одного и совсем небольшого. Но помимо подкаста у меня есть основная работа, где я зарабатываю деньги, чтобы есть, пить, покупать себе очередные наушники и продлевать абонемент в тренажерный зал. А поскольку этот подкаст является для меня хобби, то хотя бы здесь я не хочу думать о дедлайнах. Этого мне хватает на работе, думаю, что так же, как и вам. Ну, а хорошая новость в том, что сейчас эта проблема не актуальна, потому что у меня очень много желания и сил. Ну а с каждым комментарием и подпиской желание и сил становится только больше. Надеюсь, что намек вы поняли, поэтому спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Совсем скоро услышимся. Всем пока.